Можно ли остановить миллионы тонн расплавленной лавы обычными стенами? Исландцы построили гигантские барьеры прямо на пути огненной реки, и это сработало. Когда вулкан на полуострове Рейкьянес проснулся после 800 лет сна, лава двинулась прямо на город Гриндавик и геотермальную станцию, которая обеспечивает электричеством треть страны. У властей было всего несколько дней, чтобы возвести защиту высотой в 50 футов из камня и грунта. Но исландцы знали секрет, как заставить огненную реку изменить направление. Гриндавик стоял на побережье всего в 30 милях от столицы. Температура лавы достигала 2000 градусов по Фаренгейту. Она плавила асфальт и поджигала здания в радиусе 100 футов. 3500 человек жили в этом рыбацком городке, когда 10 ноября 2023 земля под их ногами начала трескаться. 3500 человек жили в этом рыбацком городке, когда 10 ноября 2023 земля под их ногами начала трескаться. За сутки сейсмологи зафиксировали более 800 подземных толчков. Трещины расползались по улицам со скоростью фута в минуту, разрывая дома пополам. Власти объявили эвакуацию в 2 часа ночи. Люди хватали документы, домашних животных и уезжали, не зная, вернутся ли когда-нибудь. К рассвету город опустел. Через неделю в 5 милях к северу от Гриндавика из земли вырвался первый фонтан лавы высотой в 100 футов. Трещина длиной в 2,5 мили распорола земную кору, как молния. Но главная угроза была даже не в самом городе. В 3 милях к югу располагалась геотермальная электростанция Свартсенги, сердце энергосистемы Исландии. 6 турбин использовали подземное тепло для производства электричества и горячей воды. Станция снабжала энергией 30 тысяч домов на полуострове Рейкьянес, включая международный аэропорт Кеблавик. Если лава достигнет станции, юго-западная часть страны останется без света и тепла посреди зимы. Геологи построили компьютерную модель и ужаснулись. Лава двигалась по древнему руслу. 500 лет назад извержение уже прошло по этому маршруту. Расплавленная порода текла со скоростью 1000 футов в час прямо к резервуарам с перегретой водой на станции. Если лава прорвется к резервуарам под давлением в 200 атмосфер, взрыв разнесет все в радиусе мили. Температура воды в системе достигала 300 градусов по Фаренгейту. При разгерметизации она мгновенно превратится в пар и сработает как бомба. У правительства был только один вариант. 18 декабря земля снова разверзлась. Валы работали, но инженеры понимали, что это временная мера. Нужно было построить стену, которая выдержит напор миллионов тонн камня, разогретого до температуры плавления стали. И на это было меньше месяца. На этот раз трещина появилась всего в миле от Гриндавика. Огненная река шириной в 200 футов двинулась прямо на пустующий город. Исландцы уже строили защитные валы 3 недели. Рабочие трудились в 3 смены по 12 часов, освещая стройплощадку прожекторами. Лава продолжала прибывать, и рано или поздно она переполнит любую насыпь. Нужен был способ не просто остановить поток, а управлять им. И тогда геолог Торвальдур Торртсен предложил решение, которое звучало как безумие – охладить лаву морской водой. Идея родилась не на пустом месте. В 1973-м исландцы уже применяли этот метод на острове Хеймаэй. Тогда вулкан Эльдфетель проснулся прямо у города Вестманна-Эйяр с населением 5000 человек. Лава двигалась к гавани, единственному источнику дохода для рыбацкого острова. Власти протянули шланги к океану и начали качать воду на край потока. 43 насоса работали без остановки 3 месяца, перекачав 6 миллиардов галлонов морской воды. Лава остыла, затвердела и создала естественный барьер, который защитил гавань. На Рейкьянесе задача была сложнее. Поток двигался в нескольких направлениях одновременно, температура достигала критических значений, а объем лавы превышал извержение на Хеймаэй в 5 раз. Инженеры установили 32 насоса вдоль побережья, каждый качал 2000 галлонов в минуту. Шланги диаметром в 20 дюймов протянули прямо к краю потока на расстояние 3 миль. Когда первые струи воды ударили по лаве, раздался оглушительный треск. Расплавленная порода шипела и взрывалась паром. Облака белого дыма поднимались на 300 футов в воздух. Рабочие стояли в защитных костюмах в 100 футах от края. Ближе подойти означало получить ожоги от жара и пара. Температура воздуха на расстоянии 50 футов от лавы держалась на уровне 300 градусов. Но метод сработал. Вода охлаждала внешний слой лавы, превращая его в твердую корку толщиной в 3 фута. Эта корка замедляла поток и заставляла его растекаться в стороны, теряя энергию. Под коркой лава продолжала двигаться, но уже со скоростью 100 футов в час вместо 1000.
Инженеры направляли воду в ключевые точки, создавая искусственные дамбы из застывшей породы. За 2 недели они построили систему из затвердевшей лавы, которая отводила новые потоки от критических объектов. 24 января термокамеры показали, что температура на поверхности охлажденных участков упала до 200 градусов. Лава превращалась в союзника, каждый остывший метр становился частью защиты. «8 февраля вулкан нанес новый удар. 23 февраля термокамеры зафиксировали аномалию. 10 марта сейсмографы зафиксировали новую серию толчков в 5 милях к востоку от Гриндавика. Магма поднималась к поверхности со скоростью 30 футов в час. Геологи просчитали траекторию и поняли. Следующий прорыв произойдет прямо под главной дорогой, связывающей полуостров с остальной Исландией. Если лава перережет трассу, 30 тысяч человек окажутся отрезанными от материка. 16 марта в 4 утра земля разверзлась точно в предсказанном месте. Трещина длиной в 3 мили прорезала дорогу, парковку и поле для гольфа. Лава вырвалась из 23 точек одновременно. Самый мощный фонтан бил на высоту 300 футов, выше, чем статуя свободы. За первый час извержения вылилось 5 миллионов кубических ярдов расплавленной породы. Главная дорога исчезла под слоем лавы толщиной в 40 футов за 20 минут. Асфальт испарился, не оставив следа. Металлические ограждения расплавились в секунды. Дорожные знаки упали и утонули в огненной реке. Единственный путь эвакуации с полуострова был отрезан. Власти активировали план «Б». Военные инженеры начали строить временную дорогу в обход зоны извержения. Бульдозеры прокладывали путь через лавовое поле, которое остыло после извержения в ноябре. Грунт был твердым, но неровным, перепады высот достигали 15 футов на участке в 100 ярдов. Технику приходилось выравнивать каждый фут трассы, дробя застывшую лаву отбойными молотками. Одновременно инженеры пытались защитить Голубую лагуну. Курорт стоил $200 миллионов и приносил экономике страны 50 миллионов в год. Бассейны с геотермальной водой молочно-голубого цвета были визитной карточкой Исландии. Лава двигалась к лагуне со скоростью 800 футов в час. Строители возвели 4-й защитный вал высотой в 60 футов. В основание заложили бетонные блоки весом по 30 тонн каждый. Их доставляли на грузовиках из Рейкьявика за 40 миль. Всего установили 300 блоков. Сверху насыпали вулканический грунт и утрамбовали катками весом в 20 тонн. Вал протянулся на милу, окружив Голубую лагуну полукольцом. 19 марта лава достигла вала. Поток высотой в 30 футов ударил в бетонное основание. Блоки раскалились, но выдержали. Лава начала растекаться вдоль стены, теряя скорость. Насосы качали воду на край потока, создавая паровую завесу высотой в 100 футов. Видимость упала до нуля. Рабочие управляли техникой по приборам. К вечеру стало ясно, что вал держится. Лава обогнула защиту и потекла в сторону океана. Голубая лагуна осталась нетронутой. Но извержение продолжалось, и объем лавы рос с каждым часом. Двадцать 4 марта лава подошла к электростанции Сварценги на критическое расстояние – 300 футов. Вода под давлением 300 атмосфер врезалась в лавовый поток со скоростью звука. Можно ли остановить миллионы тонн лавы обычными стенами? Исландцы доказали, что можно, если строить правильно и действовать быстро. 4 защитных вала общей длиной в 9 миль выдержали напор 120 миллионов кубических ярдов расплавленной породы. На строительство ушло 350 тысяч кубических ярдов грунта, 600 бетонных блоков и 3 месяца непрерывной работы. 1 мая жители Гриндавика получили разрешение вернуться в город. 3500 человек увидели то, что осталось от их домов. 17 зданий исчезли под лавой. Еще 42 получили повреждения от жара и дыма. Но 3400 домов выстояли благодаря валам, которые изменили направление потоков. Электростанция Сварценги возобновила работу на полную мощность через неделю после окончания извержения. Кристиан Арнасон провел 2 месяца в больнице, восстанавливаясь после ожогов. Правительство наградило его медалью за спасение критической инфраструктуры. Резервуар номер 3 восстановили за 6 недель, установив усиленное основание, способное выдержать землетрясение магнитудой 7 баллов. Голубая лагуна открылась для посетителей 1 июня. Туристы приезжали не только купаться в геотермальных бассейнах, но и смотреть на застывшие лавовые поля в 300 ярдах от курорта. Защитный вал оставили как памятник битве со стихией. Теперь это самая фотографируемая насыпь в мире. Геологи предупреждают, это было только начало.
Полуостров Рейкьянес вступил в новый период вулканической активности, который продлится от 100 до 300 лет. Извержения будут повторяться каждые несколько лет. Магма накапливается под землей со скоростью 15 миллионов кубических футов в год. Следующий прорыв может случиться в любой момент. Власти уже строят постоянную систему защиты. Проект стоимостью $200 миллионов включает 10 валов общей длиной в 20 миль, 20 насосных станций и сеть датчиков, которые предскажут извержение за неделю. Система спроектирована так, чтобы направлять любой поток лавы в океан, минуя населенные пункты и критическую инфраструктуру. Опыт Исландии изучают вулканологи по всему миру. Методы охлаждения лавы морской водой, строительство защитных валов и использование геотермального пара как оружие против расплавленной породы – все это теперь входит в учебники по управлению стихийными бедствиями. Города у подножия Везувия, Этны и Фудзиямы разрабатывают собственные планы защиты на основе исландского опыта. Маленькая страна с населением 370 тысяч человек показала миру, как противостоять силе, которая разрушала цивилизации тысячи лет. Исландцы не покорили вулкан. Они научились жить с ним, превратив разрушительную стихию в союзника. Застывшая лава стала фундаментом для новых валов. Геотермальное тепло, которое питало извержения, теперь согревает дома и производит электричество. Страна огня и льда доказала, что человеческая изобретательность сильнее любой стихии, если действовать вместе, быстро и не сдаваться, даже когда земля горит под ногами.